Привет, друзья! С вами Ух ты Кухня. Так и хочется сказать, каждый год перед 31 декабря мы с моим любимым мужем печем эти пирожки. Называем закусочные на 2 укуса. Да я за один съем. Да, это, друзья, простейший и очень вкусный рецепт. Решили поделиться и повториться. Начнем. Тесто очень простое. В миску выливаю 120 мл воды, холодной. Сюда 70 мл растительного масла, пол чайной ложечки сахара, пол чайной ложечки соли. И начинаю вводить муку. Обязательно ее просеиваю. Понадобится примерно 230-250 граммов. Ой, какая у меня чудо-чашка. Сразу могу и отзыв оставить. Посмотри, что творится. В эту дырочку высыпается, забивается мука. Тоже просеивается по-своему. Да, это еще такой. И замешиваю тесто. Убираю вилку и домешиваю руками. Сильно долго вымешивать не нужно, просто все объединить. Если тесто липнет сильно, рекомендую подбавить еще совсем мало муки, щепоточку буквально. На канале, кстати, есть пирожки с капустой тушеной, с яблоком, с грушами. А сегодня у нас новая начинка для этих пирожков. Вот такое тесто должно получиться. Оно мягкое, не липнет к рукам. Колобочек. Оставляю в миске, накрываю полотенцем, чтобы не заветрилось. И отставляю в сторонку. А сейчас приготовим вкусную мясную начинку. Сковородку на огонь. Никакого масла добавлять не буду. Сразу беру граммов 400 фарша. И сюда. Он у меня, друзья, из морозилки. Даже еще не полностью разморозился. Ну ничего, будем его так. Отогревать. Да. Все, сейчас пойдет процесс. Почему я так сделала? Фарш у меня довольно жирный. И я не хочу добавлять лишнего масла. Он сейчас начнет подтапливаться. И будет все отлично. Как только фарш начал пускать жидкость и тает жирок, я могу его оставить в покое. И взять одну луковицу и нарезать на мелкий кубик. Шикарно. И ничего не жду, друзья, сразу выкладываю в сковородку. Мне нужно, чтобы лук тоже приготовился, а не хрустел, потому что пирожки выпекаются очень быстро. И все вместе перемешиваю и начинаю тушить. Почти диетическое блюдо будет у нас. Ставьте лайки, друзья. Когда фарш уже стал подрумяниваться вместе с луком, прикрою на пару минут крышкой, а этим временем быстро натру пару помидорок на терке. Можно, конечно же, заменить на томатный сок, на томатную пасту, что есть. Они просто уже просятся у меня в эту начинку, эти помидорки. И ничего не жду, сразу выливаю в фарш. Перемешиваю. Ой, сразу сочность появилась. Прекрасно. Фарш солю по вкусу. Черный молотый перец. Для любимого мужа. Да, обязательно. И добавлю немножко кориандра. Мне он нравится, придает такую легкую какую-то копченость, что ли. Перемешиваю и еще готовлю, пару минут. Долго не нужно. Какая сочная начинка получилась. Я уверена, очень вкусная. А ну, покажи, какая сочная. Класс. Да. Все, достаточно. Выключаю нагрев и даю немножко отдохнуть ей, чтобы все процессы приготовления остановились, и она, конечно же, подостыла немного. Да я бы уже взял бы и съел бы. Можешь ложечку. Это уже готово. Можно попробовать. Вот такая вот красота. Пахнет очень вкусно. Да и вкусно я попробовала. Все, неси на улицу, чтобы быстрее остыло. Ух! Ставьте лайки, друзья.
колбасу решила взять. Да, начинка уже подостыла. Тесто уже тоже отдохнуло. Ой, какое хорошее. Немного обминаю его. Ой, оно такое эластичное, пластичное. Очень-очень приятное. Отрезаю кусочек. Это в миску. Назад. И раскатываю в колбаску. Нарезаю на части. У меня пирожки будут небольшие. Скатываю в шарики. О! И начинаю раскатывать. Вся фишечка в том, хозяюшки, чтобы тесто раскатать очень тонко. С ним это сделать проще простого. А вот так вот. Лепесток или прямоугольник. Вот так. Начинка. Больше начинки. Нормально. На это количество теста в самый раз. И сворачиваю в трубочку. Подгибаю краешки и сворачиваю. Подгибаю и сворачиваю. Вот такая вот трубочка у меня получается. Класс. Выкладываю на противень с пергаментной бумагой. И продолжаю. Ой, этот прям вообще красавчик. На 2 укуса. Да я за один съем. Да, ты у меня такой парень, справишься и за один. Все, осталось только смазать их желтком. Вилочкой его взбодрю. Добавлю немножко воды. Конечно же, можно молоко. У меня нет сегодня молока. Будет вода. Все хорошо перемешаем. И с помощью кисточки смазываю пирожки. О, красавчики мои! Все. Ставлю пирожки в разогретую до 200 градусов духовку на 15-20 минут. Конечно же, буду ориентироваться. Как только подрумянились, будет достаточно. Они же малюсенькие. Опа. Все. До встречи. Ставьте лайки, друзья. А я буду бдить. Мне очень нравится наблюдать, когда они зарумяниваются и поднимаются. Тут, понимаешь, тут каждая секундочка важна в этом искусстве. Я же хочу, чтобы они были румяные-румяные. Пахнут очень вкусно. Анечка, давай, хватит искушать. Давай доставай. 20 минут они в духовке. Так, все. 1, 2, 3, 4, 5. Вышел зайчик погулять, а Аня достает пирожки. Ух! Посмотрите, какая красота. Опа! Это просто шедевр. Да, как раз вовремя. Благодарю тебя, духовочка. Ты хорошо отработала. Класс! Класс. А как же это вкусно! Ну что, друзья, пробуем. Какой же взять? Не все красивые. Возьму этот. Смотрите, какой румяный. Хорошо пропекся. Слышно, какой хрустящий? Слышно, слышно. А какой же он вкусный. М? Я их просто обожаю. Конечно, хочу. При том, что это тесто хорошо с любой начинкой, как сладкой, так и соленой. Друзья, это очень вкусно. Вообще шикарно. Еще? Конечно, еще. А еще, друзья мои, берем сметану, вмакиваем и в рот. Один минус этих пирожков, знаешь какой? Знаю. Они очень быстро съедаются. Поэтому готовьте сразу 2-3 порции. Ну а я пожелаю всем мирного неба, счастья, это мой кусочек, благополучия, и чтобы в жизни вашей было все прекрасно. Да. Бо мы уже доедаем их. Солнышко, ты не хочешь вторую партию замесить? Хочу, потому что начинки у меня осталось ровно на 1 порцию. Еще на одну.
Все, короче, давай, наверное, есть, солнышко. Они реально вкусные. Мгм. Мгм. Это очень вкусно. Благодарю тебя, солнышко, за такие вкусняшки. Пожалуйста. Благодарю вас за внимание. А я еще один. Целый год ждали, чтобы опять поесть этих пирожков. Ну, серьезно. В прошлом году мы делали, позапрошлом году делали. И в этом году тоже сделали. Это уже, друзья мои, как традиция. М. Класс. Мгм. Красотка ты у меня, красотка. Ставьте лайки. А я уйду из кадра, потому что я знаю, что у вас сейчас будет рефлекс. И вы точно захотите это испечь.